Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт Наполеона. У меня есть несколько рецептов Наполеонов от моей свекрови, от моей мамы. И, конечно же, со временем я буду с вами делиться. Сегодня один из них – этот рецепт мамин. Очень удачный и проверенный годами. Всем настоятельно рекомендую его приготовить, потому что он получается очень хрупкий и очень нежный. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. В отдельную емкость добавляем 500 грамм муки пшеничной высшего сорта, заранее просеянной. Сюда же щепотку соли для баланса вкуса. Сюда же пол чайной ложки соды. Сюда же пол чайной ложки лимонной кислоты. Сюда же 250 грамм масла. Все хорошо смешиваем в мелкую крупку. Перетираем в мелкую крупку так, чтобы не чувствовалось масло. Вот такая мелкая крупка получается. Я очень люблю готовить из этого теста. Выпечка получается рассыпчатая, хрустящая, нежная. Нежный хруст просто тает во рту. Я оставлю под видео ссылочки, под видео в описании. Посмотрите, пожалуйста, вам понравится. Я обычно из такого теста всегда готовлю на праздничный стол. Мелкую выпечку, торты, очень много всего интересного. Шекербура готовится очень вкусно тоже из этого же теста. Сюда же добавляем 250 грамм сметаны 30% жирности. И сейчас собираем в комочек тесто. Если у вас вдруг нет сметаны, но есть дома кефир, то, конечно же, нужно брать кефир жирный и тогда больше соотношения масла брать. Можно добавить кефира немножко, а масло увеличить. Потому что если у вас кефир не жирный, то выпечка такой хрустящей не получится. Она получается за счет масла и жирной сметаны. И, конечно же, лимонной кислоты. Это все в совокупности дает хороший результат. Должно получиться мягкое ароматное тесто. Я очень люблю, когда на праздничном столе присутствует либо Наполеон, либо медовик. У нас всегда, еще когда мама была моя жива, мы всегда готовили замечательные вот такие торты. И сегодня я делюсь с вами, мои дорогие. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какие нравятся торты вам, какая выпечка вам нравится. Я вот в ближайшее время хочу поделиться с вами рецептом Наполеона творожного. Вы напишите, пожалуйста, какую выпечку хотели бы вы приготовить со мной, какую увидеть хотели бы. Много его мять не нужно абсолютно. Вот оно уже в комочек собралось. Посмотрите, какое тесто у нас. Все готово. Вот наше тесто. Посмотрите, какое оно нежное. И сейчас мы его делим на 2 части. И еще каждую часть делим на 5 частей. У нас 10 кусочков по 105 грамм. И сейчас скатываем шарики и выкладываем на тарелочку. Стараемся, чтобы шарик был ровный. Готовые шарики выкладываем на тарелочку. Сейчас накроем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на часа 2. Я отправляю на всю ночь. Тем временем, пока у нас тесто отдыхает в холодильнике, мы приготовим заварной крем. 1 литр молока, 3,2% жирности отправляем в миску с толстым дном. Желательно, чтобы у нас крем, когда мы будем варить его, не пригорел. Отправляем на газ, на среднем огне, доводим до парения. Отдельно подготовим яичную смесь. 5 яиц, весом у меня 266 грамм. Отправляем в глубокую миску. И желтки и белки вместе. Сюда же добавляем 250 грамм сахара, 5 грамм ванильного сахара. Смешиваем. Долго взбивать не нужно, вот так буквально. И сюда же добавляем 40 грамм муки просеянной высшего сорта, а также 40 грамм крахмала кукурузного. И сейчас нам нужно все хорошо смешать до однородности, чтобы не было комочков. Вот посмотрите, никаких комочков, абсолютно гладкая масса. И сейчас сюда вводим молоко. Молоко я не дала закипеть, чтобы не образовалась пенка.
Оно в состоянии парения, горячее, но не закипело. И сейчас потихоньку струйкой вводим молоко и сразу хорошо помешиваем. Все хорошо смешиваем. Сотейник не моем. В этом же сотейнике мы сейчас будем уваривать крем. Выливаем все в сотейник. И сейчас отправляем на средний огонь, на газ. Уже начинает загустевать. Постоянно помешиваем. Масса тяжелеет. И сейчас самое главное, чтобы она не сгорела. Вот посмотрите, какая она красивая. Становится глянцевой. Сейчас уменьшаю огонь чуть-чуть. И сейчас начнутся булечки. Вот она масса красивая у нас. Буквально секунд 30. Все готово. Посмотрите. Отключаем. Продолжаем пока помешивать и выкладываем все в миску отдельную. И сейчас заварную массу выкладываем в миску. Она должна остыть. Прикрываем пленочкой в контакт. Если вы не сделаете это в контакт, у вас образуется корочка, и потом в креме это все будет чувствоваться. И дадим остыть. Я отправляю на балкон. Тесто наше великолепно стабилизировалось. Посмотрите. Достаем один шарик. Все остальное тесто, шарики, отправляем снова в холодильник. Будем брать по одному и раскатывать. Духовку я уже включила на 185 градусов. Подпыляем рабочую поверхность мукой. Если вам сложно раскатывать, вы берите на пергаменте. И раскатываем тонко. Вот такой корж у нас получился. Торт у нас будет 23 сантиметра в диаметре. Я буду, конечно же, все вот так измерять. Мы можем сразу отмерить и отдельно обжаривать края, а можем испечь и в горячем виде сразу срезать. Я вот так вот на скалочку и отправляю на противень. Распределяем. Корж у вас не должен быть слишком тонкий, слишком светиться не должен, но и толстым не должен быть. Не нужно слишком часто вилочкой нанизывать. Надо, чтобы где-то были вздутые такие поверхности, потому что это будет очень красиво в готовом Наполеоне. У меня мама так готовила, и мне очень нравится эта техника. И сейчас мы можем сразу обрезать и вот так выпекать. Вот так. Отправляем в духовку. Выпекать будем при 185 градусах минут 5-6. Смотрите по особенностям вашей духовки. Должен быть красивый золотистый колер. Укладываю на самый нижний ярус. Подпыляем рабочую поверхность мукой. Хорошо, щедро. Если вам сложно работать скалкой, то делайте это на пергаменте. Не раскатывайте слишком тонко, но и чтобы корж у вас не оставался толстым. Выкладываем на пергамент. Противень абсолютно сухой. То, что у нас края рваные, пусть это вас абсолютно. Вот мы можем даже обрезать их. Обрезать и вот так вот установить с краю. Нам самое главное, чтобы они пропеклись, были красивого золотистого цвета. Потом все пойдет на обсыпку. И сейчас примеряем форму. Вырезали круг. И сейчас накалываем не слишком часто вилочкой. Все, один за другим отправляем в духовку. Раскатываем и в духовку. Он выпекался у меня ровно 7 минут. Сейчас немножко остынет. И мы освободим корж и обрезки. Выкладываем сначала крошку. Очень нежная, посмотрите какая. И цвет красивый, золотистый. Посмотрите, какое все внутри. Нежное-нежное. Можно раскатывать пласт в форме квадратной, по форме противня. Только обрезать слегка края, и у вас будет большой квадратный Наполеон. Серединные 3 коржа вилочкой не прокалываем, чтобы они вздымались и были в пузырях. Они очень красиво, слоисто лягут в середине торта нашего Наполеона. Отправляем в духовку.
50 грамм грецких орехов, подсушила немного в духовке. И сейчас будем нарезать тоненькими слайсами. Очень вкусное сочетание орехов, посыпки и заварного крема. Наполеон будет у нас просто изумительный. Орешки наши готовы. Сдули шелуху ненужную. Вот такая вот золотистая, красивая масса. Наша заварная масса великолепно остыла. Посмотрите, какая она замечательная. И сейчас сначала будем взбивать масло и потихоньку добавлять заварную массу к нему. 250 грамм масла комнатной температуры отправляем в миску и взбиваем до побеления. Масло готово. И сейчас сюда добавляем 50 грамм сгущенного молока. И теперь понемногу добавляем заварную массу и все взбиваем до однородности. Вот такая однородная, пышная масса у нас получилась. Просто замечательный крем. Собираем все со стеночек. Посмотрите, какой у нас крем замечательный. Прекрасно держит форму. Очень вкусный. Вот такая красота. А сейчас будем собирать Наполеон вот в такой разъемной форме. Основание выстелила пергаментной бумагой. И сейчас выкладываем корж. И поверх 2-3 ложки крема. Распределяем ровным слоем. Все делаем нежно. Я люблю, когда крем чувствуется. Коржи очень хрупкие, поэтому все делаем очень аккуратно. А теперь следующий корж. И так далее. У нас уже осталось последних 2 коржа. И мы вот так слегка, чуть-чуть придавливаем. Не сильно. Нужно обязательно рассчитать крем, чтобы потом еще смазать сверху и боковинки. Поэтому вы глазом уже примеряете. Очень нежный крем, в меру сладкий и воздушный. И последний замыкающий корж. Немножко придавливаем. Слегка подравниваем шпателем, хотя это абсолютно не важно. Сверху все равно будет посыпаться Наполеон, и поэтому разницы нет, у вас ровно сверху или нет. Никаких погрешностей видно не будет. И сейчас для стабилизации отправляем в холодильник хотя бы минимум на час. И сейчас вот так мы всю крошку наши обрезки. Смотрите, какие они нежные, какие красивые, золотистые. Сильно полностью не будем, а так оставим, чтобы были и крупные, и мелкие. Все готово. Итак, наш Наполеон стабилизировался прекрасно. Вынимаем форму и боковинки все смазываем оставшимся кремом. Практически все готово. И осталось сейчас посыпку соединить с нарезанными орешками и посыпаем сверху Наполеон. Освобождаем от пергаментной бумаги. Вот так. И сейчас обсыпаем. Сначала боковинки хорошенько. И потом вверх. Итак, посмотрите, наш Наполеон готов. Какой он красивый. И мы сейчас его отправляем в холодильник для стабилизации. Наполеон можно также украсить клубничкой. Любыми ягодами, какими нравятся, контрастными. Я выкладываю клубничку произвольно. Буду украшать также еще и мятой. И сейчас листочки мяты. Такие зеленые островки. Итак, дорогие друзья, я думаю, вам и самим все хорошо видно, как выглядит Наполеон. И, наверное, каждому из вас хочется попробовать кусочек, потому что он на самом деле очень нежный и очень вкусный. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. Я бы с удовольствием вас угостила, но настаиваю, приготовьте его и попробуйте, насколько он волшебный. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Все видеорецепты
мы будем выставлять в текстовом виде. У нас на канале уже более 600 видео. А также подписывайтесь на публичный телеграм-канал и в чат. Будем общаться с вами. Итак, я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.